Следит ли она за тобой? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек, который, знаете, вот вас можно с легкостью назвать очень таким сердечным, переживательным. Хоть вы и сильные мужчины, но знаете, вы порой переживаете за то, за что переживать абсолютно не стоит. Вы человек, который абсолютно живет мыслями, чувствами, какими-то переживаниями. Да, вот вы не прагматичный человек. Вы исключительно такой, знаете, эмпатичный. Вы всегда протянете руку помощи, и, к сожалению, не всегда вам люди отвечали тем же взамен. Кто-то сейчас может находиться в переживаниях по поводу личной жизни. Мечтаете о том, чтобы наконец-то ваша жизнь наладилась. Кто-то мечтает о том, чтобы воссоединиться с бывшей, кто-то мечтает о том, чтобы встретить наконец-то новую. Но то, что личная жизнь у вас, не очень-то ладится, да, не очень как-то хочется бежать домой, в одинокий дом, в одинокую квартиру, может быть, да. Поэтому много разных мыслей, много чего передумали, обдумали. Много было сделано, может быть, даже выводов. Кто-то пришел к каким-то таким умозаключениям, которые могли вас немножко даже удивить, кого-то разочаровать, да. То есть, когда вы начинаете все обдумывать, вот ваши житейские ситуации, в том числе и связанные с женщинами они могут быть, вы, может быть, пришли даже к тому, что, в общем-то, за этой женщиной не стоит страдать, да, хотя периодами накрывает. Вы могли понять, что, в общем-то, если бы вы терпели дальше эту ситуацию, тоже ничего бы хорошего не было. То есть у каждого, в принципе, разные умозаключения, но приблизительно вот в таком ракурсе. То есть многие из вас, в общем-то, начали новую жизнь с чистого листа. Это имеется в виду скорее личная жизнь, да. Вы пошли, кто-то в одинокое плавание, но у кого-то еще может проиграться, что вы сейчас, может быть, даже общаетесь вот с какой-то новой женщиной. Это может быть переписка, это может быть, такие сначала казалось дружеско-приятельские отношения, но которые все больше вас сближают с этой женщиной. Здесь могут быть поездки друг к другу, такие дружеские или уже не очень дружеские. Здесь могут быть разговоры такие, знаете, поддержательного характера, если это можно так назвать. То есть эта женщина, у кого это проиграется, да, но она скорее такая ваша спасительница. Но есть такой большой шанс, что вы начинаете немножко по-другому смотреть на эту спасительницу. Давайте-ка сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, есть сейчас в вашей жизни женщина, которая, действительно, она может быть другом, может быть, у кого-то уже начинаются новые романтические отношения, но вы понимаете, что вы начинаете залипать на нее, вы начинаете, может быть, влюбляться, да? Вот напишите, есть такая история или же нет. Если нету, так и пишите, что нет. Причем еще мне, знаете, показывает, что те из вас, которые находятся сейчас, в таком большом-большом разочаровании, да, вот вы как будто женщин можете даже не замечать. Вот именно о вас я сейчас говорю, кому сейчас действительно очень плохо. Может быть, вы находитесь на самом пике своих переживаний, вот именно по поводу личной жизни. Это может быть недавний развод, это может быть, в общем-то, какой-то уже и определенный большой срок прошел относительно, но вы до сих пор находитесь, в таких печальных вот энергиях. Поэтому вам, не до женщин, тоже может эта ситуация проиграться. Так, что еще? Мне показано, что у вас есть, знаете, вот как будто общий страх, большой-большой страх, опасения назовем, да? По поводу женщин, по поводу будущих отношений. И неважно, вот те, кто сейчас, может быть, уже, как я говорила,
начинает с кем-то общаться, да, у кого-то это еще все впереди. Но у вас один страх, что женщина окажется корыстной, женщина будет обманывать. Вот это, наверное, самый-самый большой такой страх. Я вам скажу так, ребят. Женщины вокруг вас сейчас есть. Вы это и сами прекрасно понимаете, я Америку вам не открыла. Но есть среди вас те, которые не хотят замечать женщин из-за своих страхов. Тоже есть такая категория среди вас. Вот просто вас накрывает, да? Помимо какого-то такого вселенского отчаяния внутреннего, есть недоверие, тотальное недоверие к женщинам. Хотя я вам скажу, что женщинам вы нравитесь. Вы, в принципе, сами можете даже замечать какие-то знаки внимания. Но, опять же, в ком-то вы видите выгоду, ну, женщина, которая ищет выгоду, корысть какую-то, да, поэтому вас все больше может накрывать. Напишите, у кого это проигрывается. Конечно, страх – это большая сила, и если с этим ничего не делать, то, ну, можно погрязнуть в своих негативных мыслях, в этих страхах, сомнениях, опасениях, и будет тогда печалька. Так, давайте-ка смотреть теперь, кто же следит за вами или нет. Что же за женщина пришла к нам сегодня на расклад? Женщина такая, знаете, она очень с характером. Возможно, вы с ней воевали, конфликтовали. Здесь могли быть серьезные разбирательства. С ней были очень тяжелые отношения. Женщина, которая большая-большая любительница сходить направо-налево, погулять, покутить, позависать где-то с подружками. Ну, в общем-то, знаете, поначалу она такой не была. Вы можете даже, знаете, до сих пор вот задавать себе вопрос, почему она стала другая, почему она впоследствии через какое-то время стала совершенно другим человеком. Кто ее испортил, кто ее сбил с толку, да? Но я вам скажу так, эту женщину очень легко действительно избить с толку и подговорить, и внушить. Вот она настолько такой человек, который поддается вот именно внушению. Ей достаточно что-то там хорошенечко нашептать, аргументировать какие-то истории, да, и она вот послушается. Но то, что я вижу, то здесь очень большую лепту внесло ее окружение. Но это подружки, друзья, приятели, да, вот с которыми она тесно, близко общается. Которые, в общем-то, тоже сбили ее с толку в свое время, и она под их влиянием начала больше, может быть, зависать где-то с подружками, а там уже и не с подружками начала зависать. Ну, мы сегодня об этом не будем. То есть это женщина, на которую вы до сих пор злитесь. Это женщина, с которой вы можете до сих пор по какой-то причине конфликтовать. С ней вы можете ругаться даже в смс-ках. Это могут быть какие-то холодные разговоры. Даже если вот по каким-то вопросам приходится общаться еще хоть изредка. Но это точно вам не в радость. Потому что вот эта боль, которая сидит в вас очень глубоко, но она еще очень жива. И даже если вы уже достаточно давно разошлись, каждое общение с ней, ну, это как очередной удар по свежей ране. Вот, ну, подобные, да, вот такие состояния, как говорят, не сыпь мне соль на рану, да, вот каждый вот этот вот ваш разговор, либо же общение, переписка, это как будто насыпать вам соль на рану. Напишите, ребят, у кого это резонирует, у кого есть такое состояние. Давайте-ка разбираться. Следит ли она за вами и зачем, да? Давайте-ка посмотрим, следит ли она. Ух ты! Знаете, она-то следит. Она следит, потому что, будучи на расстоянии, она только сейчас, вот, ну, может быть, не так давно, поняла, что, в общем-то, вы далеко не безразличны, все познается в сравнении. Она понимает, что ее к вам тянет все больше. Она думает о вас все чаще. Она, ну, реально, она начинает ощущать, как будто это не та любовь, конечно, которая была в начале отношений.
Но именно у нее ощущение, что она как будто вот любит, как будто, знаете, вот чувства заново начинают вспыхивать и тяга, причем здесь страсть сумасшедшая к вам. Даже вот, знаете, не удивляйтесь, если под каким-то предлогом, да, здесь тайна, она будет пытаться как-то к вам подлезть. Под любым предлогом, только чтобы попытаться как-то вот с вами завязать новое общение, но уже нормальное общение. Вот такой парадокс, да, только что я говорила, что вы ругаетесь, да, тот, кто общается. Но на самом деле, вот мы сейчас ее как бы вскрываем ее душу, да, вот какая она по отношению к вам на самом деле. Ей-то без вас плохо, ей хреново. И даже вот эта вот ее агрессия, какие-то нападки, да, которые, либо же холодок, который она пытается показать, пока до поры до времени, это ее как защитная реакция. Она не хочет выдать себя. Она следит за вами однозначно, потому что ей нужно знать хоть как-то, есть у вас другая женщина или нет. Для нее это очень важно, потому что она категорически не хочет, чтобы в вашей жизни кто-то появился. Она не хочет, чтобы вы влюбились и тем более женились. Она все-таки, ну, как бы, знаете, не то чтобы прям план разрабатывает, но она размышляет, советуется с подружками, как можно попытаться вас, ну, либо же вернуть, либо же хотя бы в качестве любовника, да, вот вернуть себе. Она пытается найти ту самую ниточку, за которую можно подернуть, и вы такой вот весь белый и пушистый пред ней предстанете. Но как бы она ни пыталась дергать, потому что у кого-то уже может проиграться, что она, допустим, какой-то период с вами была холодна, там общалась, может быть, холодно, переписывалась. А здесь вдруг она начинает как бы по-хорошему, либо начнет вот в ближайшее время у кого-то общаться вроде бы как по-хорошему. Для вас это может быть, ну, очень удивительно. Либо же еще может проиграться, если, допустим, вы не общались какой-то период, кто-то месяцы, может быть, кто-то и год не общался. У всех по-разному. Это общий расклад. И внезапно она проявится. Может быть, уже у кого-то недавно проявилась. Тоже так может проиграться. Вы можете не общаться, да? А вот внезапно она появится. Не удивляйтесь. Вот не удивляйтесь, потому что пытается нащупать вот те самые вот звенья, которые вас еще могут связывать. Может придумать какие-то сказки по поводу того, что вот ей нужна либо же ваша помощь, либо финансовая, либо же просто, вот знаете, какие-то ваши связи, либо чисто мужская физическая помощь. Здесь может быть еще, знаете, какой вариант? Может под каким-то предлогом пригласить, ну, то ли просто в кафе посидеть, либо к себе в гости, либо еще куда-то там на день рождения, допустим. Ну, то есть на какие-то посиделки, где вы можете, ну, немножко так расслабиться и быть под шофе. Вот здесь я бы сделала акцент, чтобы вы не попались. Потому что если вы поведетесь на это, ну, она может своего добиться. О чем я говорю? Ну, это может быть, конечно же, ну так, проведенная ночка вместе. Это может быть у кого-то, кстати, особенно у тех, у кого, ну, очень такая тонкая, ранимая душа, и кто еще хоть немножко хочет ее вернуть, у вас тем более будет очень большой соблазн, если вы проведете ночь вместе, и, в общем-то, вам покажется, что все возвращается назад. Но я не скажу, что это вернется все назад, даже если вы попытаетесь с ней даже в роли любовников быть, это будет хитрый такой ее ход-маневр. Потому что у человека совершенно не клеится личная жизнь. Потому что она не чувствует себя нужной мужчинам. Ну, как женщина просто да. Провести ночь это пожалуйста. А вот чтобы для любви, для семьи, для постоянства у нее нет такого человека. Те, кто могут сказать, что она с кем-то живет, значит, это просто не ваш расклад, ребята. Не пишите мне, что у меня такого нет. Это общий расклад. Смотрите, вам маленькое предостережение. Очень четко показано, что если вы, вот еще раз мне показано, поэтому я акцентирую внимание на этом.
Если вы кто-то попытаетесь вот замутить хотя бы романчик со своей бывшей, но это будет манипуляции, это будет впоследствии очередная боль, разочарование. Ну вот посмотрите, да, вот в каких энергиях, в каком состоянии вы останетесь. Здесь еще может проиграться, что она проявится не только потому, что она не нужна мужчинам, да, у нее нет такой вот любви большой, которую вы ей давали, но еще и могут проиграться финансовые проблемы. А поскольку вы человек, особенно те, которые ждут бывшую, хотят быть с ней, да, особенно вот вам я говорю это, ну не поведитесь, потому что здесь еще финансовый интерес. Вот просто финансовый интерес. И та любовь, которая вроде бы на нее нахлынула, это оказывается совсем не любовь. Это просто, знаете, такое состояние, как от одиночества, от ненужности. Она это поймет впоследствии. Почему она и начнет к вам подлезать, если можно так сказать, да? От одиночества, от безденежья, от какой-то грустинки в жизни. Вот она абсолютно несчастливый человек, но финансовые проблемы здесь 100% проигрываются. Поэтому, мои хорошие, не нужно, как бы это сказать, культурно, ну, чтобы вы не лопухнулись просто с этой дамой. Я понимаю, что у кого-то душа болит еще по прежней женщине. Но если бы это была настоящая любовь, понимаете? Она и сама это поймет, да, вот я в начале расклада говорила, что да, вроде бы ее накрывают, вроде бы ее тянет, да, вот она понимает, что вы ей нужны, но на самом деле впоследствии, вот если вы начнете с ней общаться, она очень быстро поймет, что нет, любви нет, ничего не поменялось, просто она с вами будет получать то, что ей хочется. Состояние нужности, финансы какие-то, может быть, подарки, та же постель, да, вот это вот состояние она с вами получит. И поймет, что нет, это не любовь. Она просто хорошая манипуляторша и будет манипулировать до тех пор, пока вы не прозреете. А прозреете вы, да, прозреете очень быстро. И я думаю, что даже те, которые хотели ее вернуть, вы ее отошьете куда подальше. Она где-то попадется, она где-то проколется на своих манипуляциях. И вы это все поймете. Поэтому, ребят, да, она следит за вами просто для того, чтобы быть в курсе. А это могут быть слежки и в соцсетях, это могут быть, ну, не слежки, а такие опросы ваших, может быть, общих друзей, знакомых, родственников, которые могут дать хотя бы какую-то информацию. Поэтому не попадитесь в ее сети, потому что здесь дама, которая исключительно хорошая актриса, хорошая манипуляторша, но никак не любимая женщина и не любящая. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!